Вот случилась очередная проблемка. Поехали мы фрезеровать огород. И у нас лопнула шестеренка привода фрезы. Цепь, которая стоит на приводе. И шестереночка разломалась. Я вот, честно говоря, смотрю на структуру ее. И мне казалось, что это чугун. Она, правда, уже немного потемнела. Было вообще серебристое. Ну, как сказали менеджеры, это каленый металл. Насколько я понимаю, в этом, не скажу, что ас, но в шестеренках и звездочках калятся только зубчатые винцы. Само тело звездочки должно оставаться не каленым. Ну, так бывает, что сделаешь. Китайцы, видимо, не стали заморачиваться, закалили всю. Поэтому снял привод фрезы, будем менять звездочку, ну а попутно заодно устранить решил еще один момент. Вот эти вот тяги, на которых фреза поднимается, опускается, одеваются на вал. Ну, здесь, как вы видите, смазкой даже не пахнет. Ну, тоже китайцы не стали напрягаться в этом плане. Ну, это один момент. А второй, ну хорошо, я буду собирать, конечно, смажу. А в следующий раз смазать надо опять снимать. И решил я упростить эту задачу и сделать масленку. Врезать. Просверлил отверстие, естественно, нарезал резьбу, завернул масленочку. Но перед этим проточил немножко напильником круглым. Таким вот образом. Канавку, чтобы при нагнетании смазка более-менее растягивалась вдоль вала. Ну а сейчас буду разбирать узел привода и по ходу будем что-нибудь показывать. Поскольку шестеренку у меня порвала и разбила немного паз для шпонки, мне приходится вынимать полностью вал для того, чтобы заменить звездочку, прошу прощения, не шестеренку, а звездочку. Ну, вот я подставил. Конечно, лучше бы это сделать съемником, но поскольку у меня его в данный момент нету, будем просто выбивать. Ну, вот таким образом мы выбили. Все это наше удовольствие. Предварительно, естественно, я снял стопорные кольца. Вон они там в канавку ставятся. Вон видна канавка. Чтобы эта шестеренка могла двигаться по валу. В противном случае, естественно, плохо было бы выбить. Ну вот, разобрал я, достал вал. Шпоночную канавку немножко разбила, конечно. Но ничего, молоточком я ее тут подрихтовал. Все садится на место. Шпонку, естественно, потеряли на поле. Вылетела она. Ну что ж, сейчас пойду делать другую. Вот, как раз у меня есть 8 мм толщина железа. Правда, сталь 3, мягкая. Ну, думаю, что походит. По крайней мере, посмотрим, насколько хватит. Если на мало, значит потом будем делать чего-то посерьезнее. Пойдем вырезать. Ура! 28 декабря 2019 года. Наконец у нас в Белоруссии пришла зима. Правда, синоптики говорят, ненадолго. После выходных все растает. Но... Да, тайга. Это наша тайга, лохматая. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, тайга, все, я иду шпонку делать, не мешай. Тайга, я кому сказал? Ну вот, мы вернулись, шпонку я выточил.
поскольку гнездо у нас было под шпонку немножко разбито, пришлось ее, конечно, при помощи молотка сажать и какой-то матери, как истинный славянин. Ну, все замечательно. Звездочка села на место, сидит мертво, ни люфта, ничего нету. Так что будем собирать узел привода фрезы. Ну что ж, начинаем собирать. Тут тоже не все так просто, как оказывается. Для того, чтобы собрать, нужно сначала поставить внутреннее стопорное кольцо, которое держит нашу шестеренку. После этого заводим в корпус, заглубляем аж до стопорного кольца. Берем нашу шестеренку. Если кто не запомнил, как она ставится, то фланцем она ставится выступом в сторону цепи. Неудобно, конечно, это одной рукой делать, но ничего. Попадаем, как видите, да? После чего отодвигаем. И теперь нам надо снять стопорное кольцо и отодвинуть его. Снять стопорное кольцо и отодвинуть его в сторону центральной стенки. Для того, чтобы подвинуть вал и с той стороны одеть нашу звездочку. Только так и никак иначе. Ну и вот. После того, как стопорное кольцо сдвинулось, вал внутри шестеренки подвинулся, и теперь мы можем одевать нашу звездочку. Только после этой процедуры. Одеваем. Вот, видите, забыл надеть шайбу. И после этого возвращаем вал на родину. После того, как одели шестеренку, можно теперь уже сажать подшипники на свои места. Произошло непредвиденное обстоятельство, ребятки. Кое-какие файлы у нас полетели, поскольку заломалась флешка у меня на смартфоне. Ну, приходится снимать видео постфактум, чтобы кое-какие видео сложились нормально. В общем, фокус в том, что беда, как говорится, не приходит одна. Порванная звездочка потянула нам шестеренку, которую, как видите, я наварил. Ну, я там немножко потом покажу. Когда я стал одевать, видите, соединительное звено, когда я стал одевать цепь, я обратил внимание, что что-то тут не то. Потом я на листочке нарисую, что я увидел, чтобы было понятно. Ну и вот таким образом я избавился от этого. То есть проварил. Ну, когда вставлю, там вам будет понятнее. Все, пока собираем, ставим фрезу на место, испытываем. И, возможно, сегодня поедем в январе-то месяце фрезеровать гектары. Ну вот, то, что я обещал, набросал я тут на листочке, думаю, будет вам понятно. Вот когда я начал собирать, вот видите, это соединительное звено, я обратил внимание, что у меня косо стоят вот этих два ролика. Когда пригляделся, вот эта заштрихованная пластинка звена оказалась растянутой. То есть, если вот посмотреть ее с этой стороны, то мы видим вот эти маленькие кружочки, это штырьки на звене,
а растянутые, то есть растянулись отверстия. И мне пришлось, причем они растянулись и здесь стали уже, то есть пришлось мне сверлом вот здесь вот их расширить, чтобы можно было вернуть штырьки на место, выровняв их. Оба с обоих сторон я рассверлил, вернул штыри, ну и, естественно, здесь все наглухо уже обварил. Дальше будет видео, где видно, как я поиздевался над этим звеном. Ну вот так вот я поиздевался над нашим звеном цепи. Ну, другого выхода не нашел. Отверстия были растянутые, пришлось. Причем растянулись и там, где стояли стержни, отверстия стали тонкие. Пришлось рассверливать их, чтобы посадить на место. Ну и за шов не судите. Пластинка тоненькая, электрод у меня минимум 3, так что аккуратно заварить не получится. Ну все, сейчас буду собирать, заклепывать. Думаю, какое-то время походит пока. В идеале, конечно, поменять бы это звено, не мешало бы, но у меня его нету пока. Ну, пока походит, я надеюсь. И шо? И не прокомментируешь? И дизлайк не поставишь? Не жмись, как пела Смолова, оно ж того не стоит.